Друзья, всем привет! Я нахожусь в Таиланде на острове Панган уже 4 месяца. И на самом деле что-то заскучал и решил сходить здесь на рыбалку. Заказал на местном маркете 2 удочки, 2 спиннинга, 2 катушки. Доставили очень быстро, сами все очень дешево и качественно. Ну, где-то в районе 3,5-4 тысячи рублей обошелся комплект. Вот. Что будет на рыбалке, я не знаю, как ловить морскую рыбу, я также не знаю, но будем пробовать, тестить. Купил в магазине немного креветок, филе рыбы, кальмара. Почитал, что еще можно найти червяков, ну, как по старинке, знаете, в деревне накопали на озах червей, так и, собственно, здесь можно также попробовать. Ну что, не будем тратить время, время сейчас где-то 3:30. Темнеет 6:20, 6:30. Нам нужно до этого времени успеть поймать нашу морскую рыбку. Все, ребят, погнали! Все, наконец-то мы вышли на рыбалку. Сейчас поедем к порту. Ехать минут 30 на нашем суперкаре, можно так сказать. Вот моя малышка. Что, погнали? На Пангане распространены это мопеды, байки. Машин тут маловато, потому что всем удобно передвигаться чисто на мопедах. Пешком здесь мало кто ходит, поэтому, ребят, если будете приезжать, всегда берите мопед. Тут даже нет дорожек, чтобы пешеходом ходить. Вот, поэтому, ну, во-первых, это очень удобно, без пробок, свежо, ветер обдувает. Ну и быстро можно добраться до нашей цели. Наконец-то мы приехали вот в этом порту. Ну, он заброшенный порт, этот причал. Сейчас мы туда вот пойдем и будем уже раскладывать удочки, собирать удочки и забрасывать. И посмотрим, что у нас получится. Там рабочий причал, туда приходят корабли с других островов. В общем, перевозят туристов туда-сюда. Рыбаки уже на месте. Вон сзади меня, если видно. Кто-то сетками ловит, кто-то удочками. Вот он там вот кораблики подплывают к порту. Это такой заброшенный порт, можно сказать, рабочий порт, куда приезжают, подплывают, точнее, корабли с песком, с щебенкой, и их разгружают. Вон там уже тоже рыбаки есть, на удочки ловят. Посмотрим. Я хотел взять кальмара, хлеб, что там еще, червяков каких-то, но ничего не нашел. Нашел только, можно сказать, креветки. На креветки будем сегодня ловить. Если вот увидите, то рыба, вон уже прям очень много рыбы, мелкая, но
ее очень много. Но если где есть маленькая рыбка, значит самая большая рыба есть. Все, пойдемте ловить, наконец-то собирать. Сейчас выберем место. Солнце жарит, поэтому спускаемся, ищем тенек под портом. Ну, вот где-то здесь, наверное, остановимся, потому что здесь тенек есть, на солнце я сгорю. Солнце очень сильное. Вот так. Ну что, давайте раскладываться. Ловить мы будем вот такие вот крючки. То есть здесь леска. И на этой леске плюс-минус где-то 6 или 5 крючков. То есть сейчас мы их откроем и посмотрим. Думал на донке ловить, но посмотрел, как ловят другие рыбаки. Собственно, почти у всех такие вот крючки они используют. И ну, не буду я изобретать колесо и, в общем-то, сделаю так, как они ловят. Размер 14, не знаю, большой, маленький. Я, в общем, так думаю, достаточно и такого размера крючков. Так, как это вообще все делается? Наконец вешается груз. Я вот изобрел такие два грузилка. Вот так, думаю, достаточно. Так, груз есть. И теперь сами крючки. Хороший такой наборчик заказал. Здесь чехол, такие кусачки для рыбы. В общем, много всего есть, удобно очень. Так, ну и сейчас привяжем и будем уже насаживать наши креветки. Креветки достаем, пока что они еще холодные, свежие. Надо их побыстрее насадить. Берем креветку. Сразу достану два пакета, чтобы мусор. Так, это наш пакет, это мусорный пакет. Отрываем спинку. Очищаем хвост. Блин, рыба, конечно, получается золотая. Купить креветки, очистить ей, насадить и еще поймать. И нарезаем небольшими кусочками. Думаю, таки достаточно. Так, вот наше это. Насаживаем. Не буду все насаживать, насажу через один. Посмотрим, как будет ловиться. Там уже посмотрим, будем все крючки насаживать или нет. Вот 3, думаю, достаточно. Ну что, первый заброс. Забрасывать буду с края. Так, поклевка есть уже. Слушайте, быстро, как смотрите, как рыба схватывает. Вон рыба, если видите, то рыба, она уже там, грубо говоря, ждет меня, пока что я накормлю. Так. 2 креветки у нас висят еще. Слушайте,
Не успеваю закинуть, уже сразу поклевка. Попробуем со дна. На дне, по идее, должна рыба покрупнее быть, но не факт. Так, ну, скорее всего, все съели. Да, голые крючки. Будем насаживать дальше. Так, третий наш, точнее, второй заброс. Так, удочка что там перемоталась. Сейчас посмотрим. Вот. Также со дна просто опускаем. О, поймал что. О, есть. Есть. Первое есть. Это что у нас? Так, ну первая рыбка у нас есть. Небольшая. Такая вот, не будем долго ее мучить. Давайте поближе покажу. Такой вот окраски. Вроде не ядовитая. То есть она даже не за губу, а как-то за щеку, что ли. В общем, сейчас мы ее отпустим, но будем осторожны с ней. Ну что, с первым уловом. Давай, рыбка, расскажи, что мы добрые, отпускаем тебя. Ждем большую. Так, первый есть, второй заброс у нас пошел. Уже поклевка есть. Слушайте, только забросил, сразу всю нашу наживку сбила рыба или съела рыба. Рыбы очень много, и рыбы очень разные, много. Но у меня креветок полно, поэтому думаю, сейчас еще чем поймаем интересное. Третий или четвертый заброс у нас. Попробуем маленький кусочек креветки насадить, потому что большие очень быстро съедают или сбивают. Ну и пока что насаживаю, расскажу немножко о пангане острове. Мы сюда приехали в январе месяце 2022 года. И, собственно, остались, ну, четвертый месяц пошел, если не ошибаюсь. Вот, но скоро мы вернемся обратно в Москву, и я на самом деле здесь много чего накупил на местном Алиэкспрессе для рыбалки. И в июле, в августе поеду в другие уже регионы России, буду рыбачить. Так, пойдемте забрасывать. Надо еще поймать много рыбы. Так, пошел у нас пятый, шестой заброс. Пока что буду забрасывать. Расскажу вам немножко также о пангане. Панган — это, ну, если правильно говорить, то пханган через х. Но местные говорят панган. Вот, это остров, который находится в Сиамском заливе, рядом с Суратани. Вот, Таиланд. Известен всем как крутыми вечеринками. То есть ежегодно, даже ежемесячно проводят вечеринки. Это Full Moon Party, где собираются порядка 10 тысяч человек. Собираются порядка 10 тысяч человек и, ну, празднуют как будто якобы полную луну. Но по факту это уже такая традиция, собираться каждый месяц, с разных регионов приезжают и веселятся, много диджеев, алкоголя. В общем, такой вот остров.
Население небольшое, порядка где-то, ну, плюс-минус где-то 15 тысяч человек по населению. Так, опять у нас все перепуталось. Так, ну что, рыбу поймаем? Эх, сорвалась. Вон она уже плавает, ждет, пока что я креветку ее дам. Опять сбила. Вот. Сколько стоит здесь жить? Сразу скажу, что снимать дом, снимать байк и, в общем, полная жизнь обходится нам на двоих здесь где-то около 120 тысяч рублей. То есть это с арендой дома совсем, короче, ну, в общем, под фулл. С развлечениями, с покупками, с едой. Так, ну заброс у нас есть. Так, что-то... О, что-то сидит. Ой. Ничего себе. Так, это что у нас? Слушайте, интересная рыба. Покажу вам поближе ее. Мы рыбку поймали. Не знаю, ядовитый, не ядовитый, но у нее, видите, курок. Не буду я трогать ее руками. Размерчик неплохой. Но, блин, страшно сами руками ее брать. Потому что, мне кажется, она опасная какая-то. Крючочек сейчас снимем. И отпустим ее. Хвост возьму. Прям переливается. Блин, на самом деле страшная какая-то рыба. Заглотнул, так заглотнула. Как такой маленький ротик, блин, проглотил огромную креветку. Ну все, отпускаем рыбку. Ну, давай, плыви. Вроде оживает. Наверное. Да, вон поплыла, все. Так, ну что, есть поклевка. О, и сидит что-то. О, опять попалась. Вот так. Не буду этой штукой. Блин, она попалась еще за глаз. Это как? Осторожно. Шипы у них очень такие мощные. Сейчас мы освободим. Так. Полосатые рыбки попадаются. Но они, не знаю, для еды, не для еды, но мы ловим для удовольствия. О,
Есть. Прям поверху. Вот такая вот у нас получилась рыбешка. Так, она какая цветная. Сейчас я поближе покажу вам ее. Вот такая вот рыбешка. Ну, это такой, знаете, местный карась. Вроде не опасная, но очень красивая. Не будем также ее долго мучить, сразу ее отпустим. Она с икрой, походу. Так, все, отпускаю. Смотрите-ка. Вот, так как очень жарко, надо постоянно пить воду. Но здесь такие прикольные штуки. Это, в общем, обычную воду как-то не особо вкусно пить. И я покупаю бутылку воды и вот такую вот витаминку. Это L-карнитин. Не знаю, полезно, не полезно, но с такой водичкой очень вкуснее в разы получается. Тут как все делается? Крышка. Эта крышка у нас отворачивается, выкидывается. И в этой крышке есть порошок. Просто надо немножко отпить. Высыпаем порошок. И теперь как юпи. Вот реально вот юпи. Кто помнит в детстве, я еще застал эти времена, когда юпи был. Поэтому, можно сказать, такой ностальгия. Так, это все выкидываем. И давайте продолжать ловить. Очень жарко. Когда же уже будет закат, хочу перебраться уже половить в другом месте. Вот. Что, забрасываем? Ловлю со дна, даже не со дна, ну чуть-чуть до дна доходит, где-то, может, метр. Ну все, опять надо насаживать. Солнце уже садится. О, есть. Какая-то крупная. Не крупная. Вроде, блин, опять за глаз поймался. Как они просто ловятся так за глаза? Сразу свои плавники растопырила. Ну да, это такой местный карась. Ай. Любители, короче, глаза уже вторая или третья рыба за глаз ловится. Ну, я подсекаю ее. Красивая рыбка. Отпускаем ее в плавание. Давай, давай. Кстати, масочный режим отменили в Тае. Точнее, будут отменять с 20 вроде Тая. Ой, с 20 июня, извиняюсь. Вот, а раньше, чтобы приехать было в Тай, очень, на самом деле, накладно было, потому что надо было получать разрешение, куча документов, куча оплат делать, то есть очень дорогая поездка выходила. То есть получать Тай-пас, оплачивать гостиницы, ПЦР-тест. Вот мы зимой летали, когда, ну, точнее, прилетели, мы только за гостиницу за одну ночь, за 2 ПЦР-теста и за трансфер, потому что там нельзя выходить с аэропорта. Нужно сразу, чтобы тебя везли в гостиницу на карантин и ждали тест. Вот. Мы отдали 36 тысяч. То есть, прикиньте, 2 ПЦР-теста, такси и 1 ночь гостиницы, 36 тысяч рублей. Это на тот момент, когда мы сюда приезжали. Сейчас это все отменяют, и в разы экономнее может быть приехать. Билет будет стоить, ну, 1060. Ой-ой-ой, хорошая.
какая дерзкая. Слушайте, опять она же. Только не говоришь, опять за глаз. И опять за глаз поймалась. Вы что, издеваетесь, что ли? Может, тут такая фишка у рыб, это глазами хавать? Вот, смотрите. Опять, короче, через глаз, в жабры. И опять она отправляет. Не знаю, та же или нет. Блин, фишка у них реально такая. Такая вот рыбку поймали. Good. Thank you. Что, поймали одну рыбку, все перепутали. Рыбешка. И отпускаем. Так, поймал покрупнее, тяну ее, тащу. Ух, какая. Это тоже хороший экземплярчик. Давайте поближе покажу. Вот, смотрите. Главное, чтобы не ядовитая. Я боюсь, что я вытащу сейчас, ядовитая будет рыба. Она прям теплая, потому что на улице жара стоит. И смотрите, слушайте, как она открывает свои. Она меня, короче, ужалила походу, потому что очень. Рыба какая-то опасная, ядовитая. Потому что меня ужалила, она и пипец, короче, защипала, как, знаете, как оса ужалила. А это оплавник ее. Оплавник, походу, был с ядом. Надо как-то аккуратненько ее снять, потому что у меня рука просто онемела. У нее зеленые глаза, такие вот шипы. Но это реально какая-то ядовитая рыба была, потому что оплавник ударился и рука сразу прям что-то. Вы посмотрите, как что у нее за жабры, точнее жабры, вот эти вот гребешок. Они прям с иголками, и 100% на них, на кончиках яд, потому что у меня рука, вот я сейчас кровь. В общем, она дернулась, мне впились в руку вот ее штыри, и рука просто онемела. Вот видите, прям красные на ней остались, как укус осы или пчелы. Прям очень так больно на самом деле. Главное, чтобы сознание тут не потерял. Но я на всякий случай вот снимаю, фоткаю. Так, ну что, еще одну поймали. Рука болит.
Но я думаю, это уже не такая опасная, которую мы до этого ловили. Такие вот полосатенькие. Пускаем. Но рука вот распухает. Прям покрылась красными пятнами. Сейчас я вам, ребят, покажу. То есть 2 красных пятна. И разогнуть не могу. Ну что, решил поменять место после того, как меня рыба укусила, ужалила. Рука на самом деле очень сильно болит. Вот, еще немножко порыбачу и поеду домой. Не знаю, что с рукой делать. На самом деле стрёмно, потому что неизвестная рыба. Когда уколола, я думал, что просто, ну, знаете, плавники, когда втыкаются, особо такой боли-то нету, а здесь прям очень резкая боль пошла. Рука онемела. Сразу первая мысль — это сейчас какой-нибудь летальный исход будет. Вот, ну, вроде пока все окей. Вот, перейдем сейчас на другое место повыше и оттуда уже, думаю, что-нибудь другое поймаем. Смотрите, какой закат. Рыбаков на самом деле много, прибавилось, поднимаемся. Вон там все ловят. Что, последний заброс. Уже темнеет, закат шикарный. Сейчас посмотрим, может, что-нибудь поймаем, и если не поймаем, то уже будем сворачиваться. День отличный, поймали где-то около 10 рыбок разных пород. Но сейчас, кстати, клев поубавился. Не знаю, может, спать ушла рыба. Или креветка уже стухла, потому что креветки на солнце лежали. И я читал, что очень хороший клев только на свежую креветку. На тухлую креветку не ловится. Но, кстати, да, замечаю, что уже так не особо активно идет клев. Вот и закончили мы рыбалку. Протестировали, что клюет, что не клюет. Поймали около 10 рыбок. Красивые, некрасивые, ядовитые и нормальные. В общем, рука болит, чувствую себя плюс-минус нормально. Но небольшой жар есть, я не знаю, это ли самовнушение, или я перегрелся на солнце, или меня рыба укусила. В общем, ребят, рыбалка понравилась, буду сюда ходить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это было мое самое первое видео. Надеюсь, вам всем понравилось. Все, я пошел домой. Всем узнал, что за рыба меня ужалила. Это рыба арос, считается, ну, безопасная рыба, но у нее на плавниках есть ядовитые шипы, которые не смертельны. Если яд проникает на вашу кожу, он не смертелен, вот, но оставляет многочасовые боли, поэтому терпим боль и наслаждаемся закатом.